Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что?». Свяжем. И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам вот с такой интересной палитрой ниточек. Сами по себе ниточки, да, такие уже есть на канале. Узорчики есть с такими ниточками. Но, получается, сегодня будет новая расцветка. Напоминаю вам, что вы берете пряжу любую, какая есть, не только такую, которую показываю я. У вас пряжа любая, самое главное правильно подобрать крючок. Ну, а я расскажу о ниточках, с которыми сегодня работаю, особенно новичкам, которые с такими ниточками еще не работали. Alize Super Lana Classic называются они. Идем дальше. Смотрите, здесь получается в 100 граммах находится 280 метров. По составу, что это за ниточки? 75% акрил, 25% шерсть. Цвет на камеру передается, как он на самом деле есть. Смотрите, кому понравился цвет, запишите. 69,54. Пока я не забыла, да? 69,54. И смотрите, нам здесь советует производитель, говорит, берите крючок, вот, от 3 до 4, в зависимости от вашей плотности вязания, от узорчика. Я сегодня беру вот такой вот необычный, вот такой вот длинный крючок. Он называется тунисский крючок. Кстати, на канале есть плейлист с узорчиками, связанными тунисским крючком, поэтому заглядывайте на главной странице канала плейлисты. Там очень-очень много плейлистов с разными узорчиками. И сегодня у меня будет крючок вот такой 3,5 миллиметра. Так. Вы точно так же изучаете свою пряжу, смотрите рекомендации по поводу крючка, подбирайте под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте, например, наберем 5 раппортов, это получается 30 воздушных петелек. И еще я буду делать по краешку с той и с другой стороны по 3 кромочных, так скажем, петельки. Всего еще получается плюс 6. Итого 36 воздушных петелек набираю я, но вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, не забываем, что тунецкий крючок мы держим вот таким вот образом, как спицу. Да? Иначе ну просто неудобно. Видите, он какой длинный. Все, остальное все то же самое. Итак, для начала мы делаем петельку фиксации. И точно так же при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 36 воздушных петелек, ну а вы набираете сколько вам удобно. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, вот у нас получается на крючке петелька. Так? Мы считаем от петельки на крючке. Раз, два. Вторая петелька. Во вторую петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и держим на крючке. В следующую петельку цепочки аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. И вот так вот шагаем в каждую петельку цепочки, набираем петельки на крючок. Это совсем не сложно. Ну, выбирайте свою скорость, не торопитесь, да, аккуратненько. Первый ряд набирается всегда чуть помедленнее. И самое главное, себя проконтролируйте. Количество петелек на крючке у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть у меня, если 36 петелек в цепочке, да, то получается на крючке должны получиться 36 петелек. Несложно? Несложно. Вот, и вот так вот набираете петельки самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, что у нас получилось. Все петельки у нас на крючке. Теперь наша с вами задача вернуться вот на начало ряда. Так, как мы это будем делать? Берете крючок поудобнее, поближе, подальше, да. И смотрите, захватываем ниточку и провязываем вначале одну петельку. Далее захватываем ниточку и провязываем 2 петельки. Захватываем ниточку, провязываем 2 петельки. И так далее, шагаем до начала ряда, провязывая по 2 петельки. Это совсем не сложно. Вяжите со своей скоростью, как вам будет комфортно, как удобно. Точно так же держите крючок. Кто поближе, кто совсем подальше. Пробуйте и так,
как вам будет удобнее, так и делайте. Мгм. Вот, и у вас по итогу что получается? Получается вот такая вот интересная гусеничка. Видите, такие вертикальные петельки стоят. Все, давайте самостоятельно до начала ряда, а здесь в начале ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы дошли до начала ряда. Вот такая у нас по итогу получается красота. Вертикальные капельки, все ровненько, аккуратненько. Вот такая гусеничка, да. Заканчиваем мы ряд. Смотрите, 2 петельки, которые остались, мы вот так вот их провязываем. Оп, тоже 2 вместе. Все, на этом ряд наш закончен. Далее смотрите внимательно, что мы делаем. Вот у нас вертикальная капелька. Беремся за переднюю стенку капельки, так, вытягиваем вот так вот ниточку, держим на крючке. В следующую капельку точно так же нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. Вот эти вот 3 капельки, да, первые и получается последние, мы будем провязывать одинаково. Теперь мы дальше не идем, мы их провязываем. Вначале мы провязываем 1 петельку, затем 2 петельки и 2 петельки. Пока повторяйте, потом поймете принцип. Так, теперь мы опять точно так же набираем на крючок петельки за переднюю стенку 1 и 2. И у нас опять 3 петельки на крючке. Мы их еще раз провязываем второй раз. 1 петелька, 2 петельки, 2 петельки. Есть. И теперь третий раз набираем опять точно так же за переднюю стенку. 1, за переднюю стенку 2. Поняли, да? Вот. Мы, получается, с вами провязали в тунисском крючке, получается, ряд туда и обратно называется как один ряд. Да? То есть, получается, мы один ряд провязали, второй ряд провязали и набрали уже петельки для третьего ряда. Теперь смотрите, что мы делаем. Точно так же за переднюю стенку, следующие уже, да, петельки берем. Взялись за петельку, вытянули ниточку. Так, эту ниточку, получается, полученную капельку вот так вот провязали и петельку подтянули на высоту вот наших всех петелек. Дальше точно так же за переднюю стенку взялись, вытянули ниточку и полученную петельку провязали и подтянули высоко. 2 считаем. Точно так же 3 подтянули. Точно так же и сразу же провязали 4. Точно так же 5. И точно так же 6. Поняли, да? Вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А теперь будьте внимательны. Мы разделяем 3 петельки направо, 3 петельки налево. И вот эти петельки, которые налево, мы их аккуратненько все берем вместе. И мы должны их будем все вместе протянуть через 3 петельки, которые справа. Оп, и все. Вот такая картина должна получиться. Поняли? Дальше точно так же. Опять набираем. 1, подтянули. Точно так же набираем. 2, подтянули. Точно так же 3. Точно так же 4. Точно так же 5. И точно так же 6. И опять 1, 2, 3, 4, 5, 6. Себя проконтролировали. 3 налево, 3 направо. И вот которые левые, получается, да, мы их все вместе аккуратненько берем и протаскиваем через 3 петельки, которые справа. Аккуратненько, аккуратненько беретесь, как вам удобно, и провязывайте. И вот у вас по итогу что получается. Угу. Все, давайте самостоятельно вот так вот шагайте до конца ряда, а в конце ряда я покажу, как мы закончим ряд. Договорились? Не сложно? Я думаю, что не сложно. Если что, перематывайте назад и повторяйте. Так, ну как вам? У вас такая же красота получилась? И смотрите, у нас остается 3 последних столбика, да, 3 последние капельки. Мы должны с ними сделать точно так же, как и с первыми 3 капельками. То есть мы будем сейчас выращивать, так скажем, на высоту наши петельки. Итак, за первую взялись, вытянули 1, за вторую взялись 2 и третья 3. И точно так же их провязываем. 1, 2, 2. Так, это первый тунисский наш ряд. Опять
набираем петельки. Раз, раз. И точно так же провязываем. 1 петелька, 2, 2. И как и в самом начале, точно так же 3-й раз набираем. Раз, раз. Вот, все. Теперь получается мы на такой же высоте, как и наши вот эти вот петельки, да? И теперь наша задача вернуться на начало ряда. Как мы это делаем? Беремся поудобнее, крючок берем. Итак, вначале мы провязываем 1 петельку, затем мы провязываем 2 петельки, затем мы провязываем 2 петельки. Теперь нам необходимо добраться вот до наших 3 петелек. Мы делаем 2 воздушные. Раз, 2. Теперь захватываем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. Понятно, да? То есть вот это вот расстояние мы с вами выровняли за счет воздушных петелек. Опять добираемся до следующих 3 петелек, 2 воздушные. Раз, 2. И провязываем опять по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. Угу. Опять 2 воздушные. Раз, 2. И опять по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Понятно, да? Вот такая картина у вас начинает получаться. Все, давайте до начала ряда самостоятельно и в начале ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали до начала ряда. Вот такая картина у нас по итогу получается. То есть после последних вот этих вот наших петелек, да, мы идем сразу же на кромочные петельки. И последние 2 петельки мы провязываем точно так же 2 петельки вместе. Поняли, да? Итак, дальше мы повторяем все то же самое. То есть мы набираем в начале кромочные наши столбики. Так, 3 столбика, раз, петельки, 2. И возвращаемся, провязываем 1 петельку, 2, 2. Это наш первый ряд, да, тунисский. Дальше опять второй раз набираем. То есть мы повторяем полностью предыдущий ряд, где мы делали вот такие вот интересные крестики. И опять возвращаемся. 1 петелька, 2 петельки, 2 петельки. И 3-й раз только набираем, не провязываем, да. Итак, 1 петелька и 2 петелька. Вот наши 3 петельки на крючке. Так. Дальше, смотрите, мы переключаемся вот на наши вот эти петельки. Точно так же мы захватываем за переднюю стенку. Захватили, провязали, подтянули. Раз. Захватили за переднюю стенку. 2. И 3 за петельку также провязали 3. А дальше мы оставшиеся 3 петельки вот в арочку эту ныряем, вот так вот, просто обычно легко. Раз, 2, 3. И точно так же 3 налево петельки, 3 направо. И вот эти, которые получаются петельки слева, мы их аккуратненько протягиваем через петельки, которые справа. Понятно? Вот точно такие же, получается, крестики у нас выходят. И так далее. Дальше точно так же. Вначале за петельки. Раз. Сейчас, секундочку. 2. И 3. А теперь в арочку. Раз. 2. 3. Протягиваем наши 3 петельки слева за 3 петельки, которые справа. Оп, все. Понятно, да? Все, вот так вот шагаете до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, какая получается красота. Так. И точно так же последние 3 наши петельки, капельки провязываем, увеличиваем в рост, так скажем, да? Данные 3 будут у нас ряда. Раз, 2, 3
И их сразу же 3 петельки провязываем. 1 петелька, 2, 2. Опять набираем второй ряд. Так, теперь этот второй ряд мы провязываем. 1 петелька, 2, 2. И третий раз опять набираем. Угу. И теперь будем провязывать полностью весь ряд вот до начала. Беремся поудобнее, да, поближе, подальше крючок. 1 петелька, 2 петельки, 2 петельки. Теперь шагаем до 3 петелек точно так же. 2 воздушные. 1, 2. И опять все по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 воздушные. 1, 2. И опять переключаемся. Оп. 2 петельки. Так, расслоилась ниточка. 2 петельки и 2 петельки. Поняли, да? Все, точно так же повторяйте, как вы в предыдущем ряду возвращались. До начала ряда, в начале ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали до начала ряда. Все у нас ровненько, аккуратненько. Вот такая по итогу получается красота. Видите? Необычно, да? Вот такой вот узорчик. Все, дальше вы провязываете самостоятельно. Опять вы увеличиваете, получается, 3 кромочные петельки. Потом точно так же провязываете 3 столбика из этих капелек, да, делаете петельки. И 3 из арочки. И так далее. Дошли до конца ряда. Точно так же увеличили, получается, на 3 ряда кромочные вот эти петельки. И возвращаетесь обратно. Угу. Давайте самостоятельно увеличим образец на несколько рядочков. Я в свою очередь посмотрю, как у меня будет меняться ниточка. Мне очень это интересно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Принцип узорчика понятен. Переход цвета тоже виден, как он идет, да? От желтенького, нежно-бежевый, чуть-чуть коричневый, сиреневый пошел, да, но такой темный. И потом в дальнейшем уже будет и светлый такой сиреневый, и потом обратно, в обратном направлении. Коричневый, бежевый, желтенький. Как вам? Необычно, оригинально в копилочку ваших узорчиков, да, хотите сумочку летнюю, представьте, да, вот такая будет авоська, да, очень интересно будет смотреться. Опять же, берите тонкие ниточки хлопочек, это у вас будет шикарная накидка, возможно, это будет парео летняя, да, из ниточек, так скажем, более потеплее, палантинчик, да, даже летний вариант, накидочка, да, летняя, тоже будет шикарно, необычный узорчик. Попробуйте, опять же, тоненькими ниточками для топиков, для маечек, почему бы и нет. Как вставочка, может быть, на спинке, да, вот такая будет открытая. Но не забывайте, что вы узорчик можете крутить, так. Это могут быть у вас шарфики, это могут быть у вас снудики, почему бы нет. Обязательно попробуйте из толстой нитки. Пусть она будет секционного окрашивания, пусть она будет меланжевого окрашивания, пусть она будет одного цвета. А может быть, разные рядочки у вас будут разными цветами, то есть на ваше усмотрение, да. Кто-то вязал что-то интересное данным узорчиком. Если вязали, рассказывайте. Будет интересно. А если не вязали, подбрасывайте идейки. Итак, вот таким вот образом он у меня не тянется вообще. Так, вот таким вот образом он у меня чуть-чуть тянется. Вот. Пробуйте из вашей пряжи, как он будет смотреться именно с вашей пряжи. Давайте замерим красоту мою сегодняшнюю. У меня, получается, сегодня было 36 воздушных петелек, так? И это будет, ну вот, смотрите, 16 сантиметров. Так? И тут получается, туда и обратно мы шагаем, это один тунисский ряд. У меня, получается, первый был наборный ряд, да, а потом мы шагали. Ну, будем по крестикам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И первый наборный 8. 8 рядочков именно тунисских. Вот так вот я замерю. Это получается, смотрите, по самой низкой точке 12, да, а так получается 11,5. Единственное, что рекомендую как бы сделать краешек ровным можно как. Можно несколько рядочков одинаково провязать вот именно наборными петельками и обратно, наборными и обратно, да, то есть такими рядочками. Тогда будет немножечко краешек не такой волнистый, не так будет фалдить. Вот, как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Так что подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Вам будут приходить уведомления. Ну что ж, вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. И встретимся в новых видео. Пока-пока.